Наверное, человек 100 будет. И я одна представительница России. Ну, как будет, так будет. Ну что ж. Без очков я никак не смогу. Из глубинки России, из города Пензы, я обращаюсь ко всем вам, мои дорогие, любимые родственники в далекой Америке, собравшиеся в этот торжественный день, чтобы отметить величайшее событие для нас всех, юбилей патриарха нашего рода, человека необыкновенной доброты, благородной натуры, неотразимой привлекательности, дорогого для нас всех Даниэля Джексона, сына Гилеля Яхновича. По своему происхождению у вас у всех, мои дорогие родственники, российско-еврейские корни. Но это, мне кажется, у первого поколения иммигрантов, моих дядей Левы, Иосифа, Гилеля, Шлемы. Они в совершенстве знали русский язык, владели еврейским идиш и знали язык современного государства Израиль, иврит. Но теперь вы уже представители второго, третьего и четвертого поколения. Вы уже современные американцы, но сумели сохранить живую родственную связь, проявить интерес к прошлому, к своим корням и унаследовать от предыдущего поколения, от ваших отцов, преданность, доброту, заботу о нас, потомках Яхновичей, выросших в другой стране, в других условиях. Вы нас никогда не видели, но окружили нас заботой, вниманием, доброжелательностью. В этом большая заслуга ваша, дорогой Даниэль. Вы внушили, убедили, что иначе поступать нельзя. И мы все искренне благодарим вас за это, низко кланяемся вам. Дорогой Даниэль, вы на всю жизнь остались таким, каким пришли в этот мир. Вы сохранили любовь к жизни, восторг перед ней. Семья, родное гнездо стало для вас главной опорой в жизни. И вы, милый Даниэль, вместе с вашей верной спутницей Иветтой создали это. Вы окружены заботой и вниманием детей и внуков. Вы дожили до великого счастья держать на руках правнука Алена. У вас нет старческого безразличия. Вы ведете активный образ жизни, стремитесь навстречу теплу, жизни, свету. У вас, мои дорогие Ивета и Даниэль, удивительный подход к людям, утонченная деликатность, скромность, тактичность, доброжелательность, сострадание и сочувствие к тем, кто нуждается в этом. Мы, поколение
перенесшие всю тяжесть войны, голод, холод, страх, потерю близких, расстрелянных немцами в Белоруссии, в Березино, ваших тетей Иты и Фрумы, урожденных Яхновичей с их семьями, а также родителей моего покойного мужа Исаака, убитых немцами на Кавказе. А что перенесла я, испытала, находясь в постоянном страхе за жизнь моего мужа Исаака, бывшего участником войн в 1939 году с Финляндией, а с 1941 по 1945 с фашистской Германией, а затем участвовал в войне с Японией. Я хорошо помню эти лихорадочные дни войны и послевоенное лихолетие. В великой битве народа и в победе нашей страны с фашистской Германией есть и доля моего мужа Исаака, механика авиации на гидросамолетах. Вернулся он домой в 1946 году, больной, изувеченный, контуженный. Я прожила большую жизнь. Мне 85 лет. Позади много событий. Вот смотрю на географической карте маленький крошечный полуостров Крымский, куда папа Израиль увез нас после раскулачивания и этим спас семью от ссылки и гибели. Здесь, в еврейском колхозе, мы прожили с 1932 по 1941 год, октябрь месяц, когда вынуждены были все бросить и уйти в неизвестность, так как немец уже приближался к нашей местности. Не так просто и легко тронуться с насиженного места и двигаться в неизвестность. Волею судьбы мы попали в Среднюю Азию, в Узбекистан, и поселились в Кишлаке, в деревне, где я проработала почти год, а потом уехала в областной центр, где поступила в институт. Там же мы разыскали и Дору Каган. Многие события из прошлой жизни не блекнут, не стираются из памяти, а наоборот встают перед взором все более явственно и отчетливо. Никогда не изгладится из памяти приезд дяди Гили и тети Рози в 1960 году к нам в Крым, в город Симферополь. Эта встреча запомнилась на всю жизнь. Несмотря на то, что дядя отсутствовал в течение 50 лет, не было России, он прекрасно владел русским языком и даже пел русские песни, и голос его звучал гордо, победно, задорно. А в 1962 году, во время его вторичного приезда, я в качестве гида сопровождала их во время их пребывания в городе Ленинграде и знакомила с достопримечательностями этого города-красавца. И жили мы в гостинице «Астория». А уже следующий этап – это уже встреча с вами, дорогие Ричард, Даниэль, Санди. В 1995 году в Москве мы познакомились с вами, и вы узнали
моего старшего сына, его семью, а также познакомились с моим младшим внуком Мариком. Мы общались с помощью переводчиков, но многое поняли. Все это в прошлом. Я единственная представительница оставшихся в живых старшего поколения из семьи Яхновичей, которая ранние детские годы провела на хуторе Рудни в Белоруссии, в Минской области. Этот хутор был окружен дремучим лесом, вокруг были непроходимые болота, великолепные березовые рощи, сосновый бор, дубравы дубов, заросли орешника и других кустарников, а летом изобилие грибов, ягод, клюквы, черники и других. Я жила в доме, из которого отправились в неизвестность, в Америку, 4 папиных брата: Лёва, Гилель, Иосиф и Шлёма. Это была первая волна, толкнувшая многочисленное еврейское население искать счастье по свету. Так братья покинули родину навсегда. Конечно, там они начинали жизнь заново, преодолевали трудности, но постепенно устроились и не знали тех переживаний и страданий, которые пришлось перенести нам. Ну, я больше. А теперь хочу обратиться к вам, дорогой Даниэль. Сегодня, 2 декабря, ваш день рождения. Живите, родной, долго. Пусть будет неистощим ваш запас бодрости и энергии. Пусть будет ваша жизнь всегда прекрасна, полна любви, добра и красоты. Пусть сбудутся ваши заветные мечты. Будьте счастливы со всей вашей семьей. А вам всем, мои дорогие, любимые многочисленные родственники, семейного тепла, счастья и здоровья. Поздравляем вас, дорогие Ивета, Даниэль, ваших детей, внуков и правнука Алена, а также всех присутствующих на этом торжестве. К вам всем обращаются Рахиль Кучерова, урожденная Яхнович, дочь Израиля, а также мои дети, сын Геннадий из города Пензы, его жена Вера, их сын Марик, а также старший сын из Риги, из Латвии, Михаил, его жена Рива, дети Ира и Матвей. Хочу передать наилучшие... Господи, куда я девала? Ой, аппарат. Наилучшие пожелания уважаемому Майклу и его жене Ане и их дочурке. Думают, что они присутствуют на этом торжестве. Будьте все здоровы и счастливы. Не забывайте нас, живущих вдали и в одиночестве. Жизнь прошла, осталось ее продолжение, но сколько оно продлится, Бог весть. Обнимаем всех с любовью. Ваша сестра Рахиль из России, ее дети и внуки. Спасибо вам за подарки и заботу. Можно, да? Можно. Очень прошу это письмо прочесть перед всеми собравшимися родственниками, так как я обращаюсь к ним, хотя никого из них не знаю, кроме вас, Даниэль, Санди и Ричард.
Пусть вспомнит нас. Я осталась одна. Брат Давида уже год как не стало. Не хочу огорчать вас никого. Будьте все здоровы и счастливы. Все. Ну, просто это,